Ой-ой-ешеньки, ой-ой. У вас это в эфир не пройдет? У меня нету цензурных слов. Нормальные выборные люди. Назовите что-нибудь хорошего для людей сделали за последние 20 лет. Все им яхты, виллы, все надо. Матом как-то неудобно. Воруют один по-черному. Нахлебники. Это не люди и все. Да пусть они поддавятся этой прибавке. Реформы должны быть кардинальные. Лидера у нас нету. Например, Мишустин. Мы ему доверяем. Команда Путина. Это не самая легкая работа. Скажите, что вы думаете о депутатах Государственной Думы в нашей стране? По эмоциям мы поняли ответ, да? Я вам скажу, воры и негодяи. А что делать-то с ними? Их надо пенсии никчемные пенсии. Они жируют, по 500 тысяч получают. За что? За что? За что всю страну уничтожили? Все разворовали. Мужчины, дорогие, что ж делать-то нам всем? Что делать? Лидера у нас нету, чтобы перевернуть эту страну. А почему вот при Владимире Путине нет ни одного достойного кандидата в президенты, лидера, человека, который бы мог его поменять? Куда они деваются? Потому что лидера нет, вот вместо Путина, он их убирает, видно. Убирает. Нет, лидеров. Почему? А что я не прав? Вот возьми этого. А кого брать? Кого? Кого? Есть люди нормальные. Я лучше промолчу. Ложки какие-то, не знаю. Нет, не знаю. Нахлебники. На кто и такие? Они за народ вообще не думают. У них хорошая зарплата, хорошая пенсия. Вот я пенсионер. Вот пусть они на 10 тысяч проживут. Что я могу сказать еще? Больше Что делать-то простым людям, если у простых людей вот такие вот депутаты ползти на кладбище. Все, нет выхода? Нет выхода. Ничего. А как относитесь к ним? Ну как? Депутаты? Ты ***чины. А почему? А назовите что-нибудь хорошего для людей сделали за последние 20 лет. Это вообще ненормально. Просто охреневшие, ненормально. Я инвалид 3 группы, у меня 11 тысяч всего пенсии. Какое это нормально? Они там что делают? Они ничего не делают. Шахтеры там вкалывают, как ишаки, за 40-50 тысяч и погибают. И гибнут. А они что делают? Только в ущерб людям они все делают. Я не знаю, в ненависть к ним просто у людей. Бог их знает, хорошую зарплату получают, а нам не дают, пенсионерам. И еще здесь гоняют. Нам тоже должны пенсию. Мы в советское время работали. Не знаю, тоже должны прибавить. После 80, когда уже бабке ничего не надо. А нам не прибавляют вот 70 лет. Да, конечно, им же нужны яхты, виллы и все такое. Все им яхты, виллы, все надо. У меня муж сколько отработал на одном месте. Вообще, 38 лет. Умер, сын умер. И еще начинают штрафовать. Разве это можно? Так а что надо делать-то? Я не знаю, что делать. Я уже не могу ничего делать, старые. Вы, молодежь, что-нибудь делаете, правда? Ну что думать, то и думаем. Они живут, а мы нет. Вот и все. Что еще можно сказать? У них зарплата, они работают, а мы не работаем. Тоже вот в 38 лет отработал в первом СМТ, 38. Он рухнул и работала в больнице, помогала больным, кушать им развозила. 9 лет отработала, в стаж уже не вошло. И вот у меня 38 лет стажа. А сейчас вот внука имеет участок 4,5 сотки. Вот что делаем, баночки, они не дают стоять. Тоже, а это вот я вот этим живу, можно сказать. Пристают постоянно полиция, гонят ужасно, оскорбляют и ругаются, и это ужасно просто. Унижение, такое унижение терпит. Ужас один. То есть они за вами гоняются за баночку варенья, получается? Да. Ну ладно, там подошли, прогнали, мы собираемся, уходим. Но до такого состояния не надо доводить. Ну что я ему говорю, мне 80 лет, я говорю, сынок, что ты со мной делаешь? Везешь куда-то, 80 лет. А он вот, пусть вот другие, вот то, что он меня везет, чтобы другие не стояли. Обидно, просто обидно. Нельзя так делать. Вот что вы, вот 5 банок вот стоишь и такой ужас терпишь. Скажите, что думаете о депутатах Государственной Думы? Без мата не скажем. Нельзя, поэтому Можно? молчим. Нет. Пикаем. Да нет. Ничего. Как относитесь к ним?
Нейтрально. Да. Еще не разбираемся в этом. Не, ну матом как-то неудобно с дамой разговаривать. Но вообще я бы их во всех. У вас это в эфир не пройдет? Пройдет. Всю правду, нет, спасибо. Я не буду. А вы что думаете? А я вообще не интересуюсь депутатами, честно. Просто это не люди и все. Они выживают, вернее мы выживаем, а они живут, получается. Вот и все. Работают, хорошо работают, еще надо лучше. И все. Как относитесь к тому, что у них зарплата 500 тысяч рублей, а у вас пенсия 15? Да, учитесь, и вы будете много получать. Говорю я они, вот и все, что. Люди-то в деревнях как живут? За 15 рублей работают. На 15 рублей землю пашут, коров доют, молоко дают. Хоть немного, но дают. А колхозы все брошены. Вот я вам что скажу. А они там законы лупят такие, что бедный крестьянин наш за голову берется. Думаешь, или бросать это все дело, и пускай они сами себя кормят. А то, что воруют они по-черному, и не сажают их. А простого человека всегда можно посадить. Варье. А еще что-нибудь? Нет, больше ничего не думаю. Не знаю даже как. И так, и сяк. И вроде и ничего, и в то же время. Ну, мы не собираемся, конечно. Вот как за границей они там собираются, забастовки всякие делают. Но у нас тихо, видите, какой у нас народ. В смысле? Вообще, что о них думаете? Да ничего я о них не думаю. Относитесь к ним? Плохо. Ой-ой-ой-шеньки, ой-ой. Пускай они сами думают. Да не знаю, как что. Работают и все. Хорошо работают? Ну да, в общем-то. А как у них зарплата в 500 тысяч, а у вас пенсия в 15? Ну это не очень справедливо. Значит, не так хорошо уж работают. Ну да. Не знаю. Я никому не доверяю. А я не лошадь, я в них вообще не думаю, я без них живу. А как относитесь к ним? Никак. До свидания. Ничего не думаю про них. А относитесь к ним как? Сложно сказать. Государственной Думы. Я о них ничего не думаю. А как к ним относитесь? Средних. Ну, я думаю, что если их объявили победителями, то надо жить в тех обстоятельствах, в которых мы живем. Если протестовать против объявленных результатов, ну, никому от этого хорошо не будет, как минимум людям. Поэтому, что объявили, с тем мы живем. Спасибо вам большое. Ну, есть хорошие, есть не очень. Ну, есть посредственные, есть такие, А хорошие это какие? ну, как вам сказать-то, они же не только просто, они люди. То же самое, как и мы. Только одни думают о одном, а другие думают о другом. Как к ним относитесь? Нормально. Скажите, что думаете про депутатов Государственной Думы? Ну, это же Дума. Они же думают. А о чем они думают? Спросите у Володина, он все знает. Да если мы их знали бы хотя бы, а то как-то, А как к ним относитесь вообще? на самом деле, негативно, они особо-то ничего не делают. Ну, нет какой-то информации, вот что бы они добились, что вот они сделали. Они принимают разные одиозные законы, чтобы нам мешать жить. Они не всегда принимают то, что нам мешает жить, они принимают то, что считают, что нам должно помочь, но это не всегда так. Ну, просто иногда не получается. Ничего хорошего. А почему? У меня нету цензурных слов, которые можно передавать по телевизору. Ничего, если честно, не разбираюсь в политике. А как относитесь к ним? Хорошо, плохо? Скорее плохо. Вот маршруты поменяли, все очень плохо стало. Маршрут не депутаты Государственной Думы. Тогда не разбираюсь точно. Да я не хочу думать. Я о них вообще не думаю. А как к ним относитесь? Как все. Чего? А как относитесь? Плохо. А почему плохо? Потому что плохо. Хорошие, в кавычках. Поэтому и такое отношение. Какое к нам, такое, соответственно, и к ним. У меня нет слов. Их надо всех уволить и дать власть кому-то более приличному человеку, который может решить какие-то вопросы. А как вы думаете, кто может быть этим приличным человеком у нас в стране? Например, Мишустин. Мы ему доверяем. Команда Путина. Поэтому... А депутаты Государственной Думы — это не команда Владимира Путина?
Ну, там же не все, вот, например, ну, другие же партии есть, которые против. Просто сидят, занимают чьи-то места, а вопросы не решаются только на словах. Давайте будем для народа сделаем, будет бесплатная там медицина, мы все решим. Как только выборы прошли, ничего абсолютно не решено. Как вы думаете, все-таки Мишустин что-то решит? Он же тоже из той же команды, и все они друзья между собой. Ну, я так думаю, что он порядочный человек. Я думаю, все хорошо. Здравствуйте, скажите все, что думаете про депутатов Государственной Думы. Да козлы они. И все. Больше нечего. Нахлебники. И паразиты. Больше ничего. А что о них думать? Живут богато. Мы бедно. Да, я думаю, плохо. Почему? Ну, мне все это не нравится очень сильно, что происходит. А что бы вы хотели изменить? Реформы должны быть кардинальные. Вот и все. А законы, которые эта Дума принимает, как к ним относитесь? Они абсолютно все репрессивные. И ну, они только отнимают. Посмотрите, что делается со штрафами, что со всех сторон обкладывают. Нет, это неправильно. Я так на это смотрю спокойно, но червячок уже шевелится. То, что они врут, сказать то, что Россия самая сраная страна. Онкологически больной никак не могут положить в больницу. Это что такое? Цены вон какие высокие, а пенсии прибавили. Думаю, какие они хорошие. Прибавку сделали пенсионерам. Да пусть они подавятся этой прибавкой. Совершенно верно. Пусть они подавятся. По 500 000 получают эти депутаты. Воруют при этом. Выстроили дворцы. Пенсионный фонд разворовали полностью. Ни стыда, ни совести нет у народа. Вернее, у депутатов. Что могу думать? Раз придумали, раз взяли в Думу, выбрали, значит нормально, Дума. Что думать? Вы голосовали? Да, конечно, голосовал. За кого, если не секрет? За Зюганова. Убрать их всех надо. А почему? Догадайтесь сами. А как относитесь к тем законам, которые они принимают? Пусть они на пенсию проживут. Дать им месяц прожить на пенсию, и что они запоют? А что сказать, хорошее или плохое? Скажите все, что думаете. А вот я что думаю, знаете что? Что побольше бы они вот, например, продукты проверяли, качество продуктов, откуда привезли. Вот картошка вообще плохая, 77 рублей, я даже брать не стала ее. Сначала набрала, потом на цену посмотрела, бросила. А как вы относитесь к тем законам, которые они принимают? Ну, законы, конечно, неплохие, но все равно пенсию надо поднять немножко повыше. Я опасаюсь за свои высказывания и, вернее, за их последствия. Да козлы они все там. Извините, без комментариев. Я очень плохо о них думаю. Вот прямо так? Да. А я и не думаю о них. Вообще негативное все как-то. Это ощущение негативное. Нормальные выборные люди. Как вы считаете, достойны ли они зарплаты в 500-700 тысяч рублей? Но это не мы с вами решаем, правда? А кто? Мы же их избираем или нет? Да, но платим им не мы, а государство. Откуда у государства деньги? Из разных источников. С каких? Я много лет работала в правительстве Российской Федерации. Есть бюджетные, есть небюджетные источники, самые разные. Откуда в бюджетный источник берется? Тоже разные поступления. И налоговые поступления есть? В том числе, конечно. Поэтому мы все платим налоги, и они живут на наши с вами деньги. Знаете, Так что это не самая легкая работа. Депутаты Государственной Думы. Пойдем домой.